Всем привет, дорогие друзья! В сегодняшнем ролике я подобрал 10 крутых турецких сериалов. Устраивайтесь поудобнее и пойдем посмотрим, что из этого получилось. Курт Саид и Александра – это турецкий историко-драматический сериал 2014 года, снятый по одноименному роману Нермин Безмен. Родившись в богатой крымско-татарской семье, Курт Саид вырос, придерживаясь принципов, которые вложил в него его авторитетный отец. Главный герой успешен как в мирной жизни, так и на военном поприще, и о нем мечтают многие женщины. Однажды он влюбляется в Александру, девушку из знатной русской семьи. Александра отвечает ему взаимностью, но их любовь подвергается испытанию после начала войны. Сериал очень красивый. Это потрясающая история любви и горя, войны и политики. Сериал отлично подойдет любителям историй, основанных на реальных событиях. Воскресший Эртугрул – это сериал о великом основателе Османской империи. В начале 13 века на территории будущей империи было множество разрозненных племен, разбитых монголами, совсем недружелюбных друг к другу. Идеи объединения кочевников даже не витало в воздухе. Все просто пытались выжить. Сами мусульмане не могли договориться между собой. А помимо этого, есть еще тамплиеры, крестоносцы и другие, которые тоже были настроены не очень дружелюбно. Идея объединения племен пришла в голову одному воину из агузского племени Каи, а именно Эртугрулу. Сериал сможет порадовать зрителя великолепной игрой актеров, роскошными костюмами, колоритными сценами, бережным отношением к животным и интересной историей любви. Черная любовь. Это история о парне и девушке, не имеющих ничего общего, ведь они происходят из разных слоев общества и имеют непохожий круг общения, однако это не мешает им влюбиться друг в друга. Их первая встреча была случайной, но изменила жизни обоих. Однако богатство и бедность, в которых живут главные герои, слишком далеки друг от друга. Против союза влюбленных выступают их родители и друзья. Однако никакие препятствия не способны разрушить искренние чувства главных героев. Однажды таинственный мужчина обманом и подлостью разлучает их. Несмотря на расстояние, препятствия и трагедии на жизненном пути, герои продолжают искренне любить друг друга. Им суждено пронести это чувство через многие годы и многочисленные испытания. Сериал тяжелый и довольно мрачный, а также держит в постоянном напряжении. Запах клубники. Юная и амбициозная девушка мечтает стать кондитером мирового уровня. Однажды судьба свела ее с молодым и богатым парнем по имени Бурак, самым завидным женихом Турции. Встреча не оказалась приятной, и они возненавидели друг друга. Спустя какое-то время девушка с подругой улетает в другой город. Каково же было ее удивление, когда в самолете рядом с ней сидел тот самый парень. Это именно тот турецкий комедийный сериал, который перенесет вас в мир любви и ненависти, радости и страданий, расскажет о семейных обычаях и ценностях жизни в Турции. При этом вы не увидите здесь жестокости или пошлости. Внутри. История начинается с вручения дипломов в полицейской академии, которая готовит к службе честных, порядочных и сильных духом стражей порядка. Сарп не имел ни малейшего понятия о том, что его младший брат, который был похищен много лет назад, это его сокурсник по академии. В детстве его насильно ввели в уличную банду, занимающуюся нелегальной торговлей. Благодаря одной девочке он решил покончить с бандой и встать на правильный путь, поступив в полицейскую академию. Братья не находят общего языка, между ними постоянно возникают конфликты и ссоры. Им и в голову не приходит, что они родные братья. Сериал полон боли, страданий, разочарований, предательства и лицемерия, и он точно не заставит вас скучать. Очень рекомендую любителям криминального жанра. Любовь на прокат. Молодой и обаятельный парень Омер преуспевает в модном бизнесе. Ради выгоды родственники хотят женить его на красивой девушке, которая только вернулась из Америки, получив там образование. Он считает, что девушка ему совсем не подходит и пытается решить, как от нее избавиться.
Однажды главный герой встречает в ресторане очаровательную официантку Дэфни, которая трудится с утра до вечера, чтобы прокормить свою бедную семью. Родственники не одобряют такие отношения, и тогда Омер назло решает объявить официантку Дэфни своей невестой, чтобы родные от него отстали. Весь сериал – это искусно сплетенный калейдоскоп интересных образов. Красивая природа, красивые люди, красивая модная одежда, хорошие шутки и страстная любовь. Все это согреет ваше сердце и не оставит равнодушными. В ожидании солнца. Сериал о судьбе двух провинциалок, которые проживают в небольшом городке, больше похожем на деревню. У них есть свой маленький магазинчик, который практически не приносит доходов. Однажды подруга предлагает главной героине переехать вместе со своей дочерью к ней в Стамбул. Предложение очень хорошее, поэтому они соглашаются. Это очень интересный и динамичный сериал. События в нем развиваются стремительно. Сюжет постоянно держит в напряжении. Судьбы главных героев невероятно переплетены. У каждого из них есть своя тайна, длиною в несколько десятков лет. Кроме всего прочего, фильм невероятно красиво снят. В кадре постоянно мелькают потрясающие пейзажи и виды Стамбула. Я уверен, что данный сериал вас может чем-нибудь зацепить. «Постучись в мою дверь». Эда работает в цветочном магазине, помогая таким образом семье. Девушка мечтает уехать учиться за рубеж, и она уже почти получила грант. Но тут появляется молодой бизнесмен Серкан, который изъявляет желание помочь ей. Только Эда должна будет сыграть роль невесты Серкана и говорить всем, что они якобы помолвлены. Девушка шокирована подобным заявлением, и по этой причине ее ненависть к наглому парню только возросла. Героиня прекрасно понимает, что у нее не остается другого выбора, как согласиться на такую аферу. Это яркий и позитивный сериал, который точно вам понравится. Мы встретились в Стамбуле. Это турецкий сериал, который был выпущен на стриминговой платформе Netflix. События разворачиваются вокруг 8 молодых людей, которым никогда еще не приходилось встречаться. У них различные культуры, религии и даже социальный статус. Казалось бы, их ничто не может связывать. Только судьба главных героев сложилась так, что они должны были встретиться и внести значительные перемены в своей жизни. Еще вчера никто из них не мог и подумать, что с ними случится подобное. Но эти люди оказываются в сказочном Стамбуле. Судьба словно решила преподнести им уникальный шанс начать жизнь с чистого листа. Но смогут ли герои правильно воспользоваться этим подарком судьбы? Все дело в том, что не все из них были готовы к таким глобальным переменам. Каждое действие в этом сериале наполнено смыслом. Игра актеров просто восхитительна. Всем очень рекомендую к просмотру. И последний сериал на сегодня – «Великолепный век». Сюжет основан на реальных событиях, прошедших во время правления султана Сулеймана I, и расскажет о периоде жизни девушки Александры, которая была взята в плен турками. Позже она стала первой официальной женой Сулеймана, но для этого ей пришлось пройти очень сложный путь. Все происходит на фоне женских интриг, мужской политики и имперских войн. Это яркий, атмосферный, интересный, романтичный, чувственный и качественный сериал. Дорогие друзья, это были все сериалы на сегодня. Какой из них заинтересовал больше всего? Напишите в комментариях. Также, пожалуйста, не забудьте поставить данному ролику лайк и подписаться на канал, чтобы не пропускать новые интересные видео. До встречи!